don't want her to go. Don't want her to go. Здесь мы будем разбирать и обсуждать смешные новости и предполагать, чей фанат мог это сделать. Угрюмый карлик пощекотал вам ступню и убежал? Это явно Милуолт. Молодого парня стошнило вам на брюки? Это даже не фанат, господа. Это игрок Астон Виллы. Грилиш, привет. Чувак с пейсами продал вам страховку от чиха. Добро пожаловать, шпоры. Come on, you irons. Парень в караоке слишком громко поет песню Элтона Джона «Гуннерс». Гача. Ну а сегодня мы рассмотрим один из самых забавных твитов, что лично я видел на этой неделе. Надпись гласит: чувак только что подбежал ко мне в метро с замком, защелкнул его и убежал вместе с ключом. Что-то мне подсказывает, что здесь попахивает молотобойцами. А свои варианты ответов, кто это мог быть, присылайте мне на почту или скидывайте здесь в комментариях. Come on, you irons. У нас было 2 скрещенных молотка, 75 вариаций стартового состава, 5 упаковок центральных защитников, салонка наполовину наполненная Фабианским и целое множество атакующих полузащитников всех сортов и расцветок. Оживший Уилшер, а также ящик Райса, пинта чистого капитана и 2 дюжины ампул аминитрина, или как называется этот наркотик, я забыл, черт подери. Не то чтобы это был необходимый запас для сезона, но если ты решил выиграть чемпионат Англии, черт подери, впервые за 124 года это самый необходимый стартовый запас. Единственное, что вызывало у меня опасения, это отсутствие ВАР. Ничто в мире не делает тебя более беспомощным и бесчеловечным и порочным, чем бесконтрольный, сука, Майк Дин. Все мы помним и ненавидим эту крысу со времен празднования Голы, одной из лучших лондонских команд. Майк Дин — это слишком мощная проверка для системы ВАР с самого начала. Черт подери, это если бы Советский Союз отправлял бы в космос не собак, а сразу конструкторов. Дайте разогреться, попробуйте с чего-то начать. Это же просто ходячая ошибка судейства с зубами во рту, или я не знаю, что там у этого человека в голове. И он может разрядить 100% заряженную Теслу одним включением фар. Если бы Майк Дин с детства болел за Иртыш, который играет допустим, с Реалом, у сливочных не было бы шансов. Что говорить о нас? А момент из прошлого сезона в матче с Лестером. Офсайд Переса, которого не было, судья видит. Джеймса Милнера с Ливерпулем он не видит. А Бернардо Сильва, который с Ман-Сити, просто как будто его отстреливал какой-то снайпер. 870. Цель взял. Веду. Огонь по готовности. Снял. 870. Цель взял. Веду. Огонь по готовности. Снял. 870. Цель взял. Веду. Огонь по готовности. Чего говорить о матче гребаном 3-3 с Брайтоном, когда Уилсон вот так рукой вколачивает мяч на последней минуте. И никто, буквально никто. Я в тот вечер, господа, я орал имя Уилсон погромче Тома Хэнкса, который потерял ебаный волейбольный мяч. Будем надеяться, что в следующих турах ВАР нас спасет, ну или как минимум хотя бы не убьет, потому что иначе мы просто скупим все запасы валерьянки и просто обогатим фармацевтов. It's gonna be cold, it's gonna be gray, and it's gonna last you for the rest of your life. You guys give up, or you're thirsty for more?
Что случилось? Да меня заминировали, ёпта, если палка разомкнется, я взлечу на воздух. А кто вас заминировал? Ну какая разница, ёпта? Надо что сделать? Дернуть меня нахуй отсюда, ёпта. But sometimes I feel, I don't know. You motherfuckers. You know, I don't fucking deserve this. Ой, какая ж это все хуйня. Какой смысл? Тише, дядя Джуниор. Я больше не могу. We lose every week. We lose every week. You nothing special. We lose every week. Ребят, здесь как в рекламе магазина на диване из 90-х. Are you tired of this happening? What about this? And how many times has this happened to you? Well, suffer no more, because we've created a product that is designed to eliminate these problems and improve your quality of life significantly. Introducing Hands. Вы ждете победы Вест Хэма в чемпионате с большого взрыва? После каждого матча вы хотите пойти в душ и поплакать там полчаса, держась за колени? Следующий тур опять с Ман-Сити? Представляю вам новый и революционный продукт – пиво! Пиво придумано веками назад и является жидким аналогом хлеба для особо эмоциональных людей. Все, что вам нужно, это налить содержимое бутылки в любую тару и употребить перорально. Для людей с полной комплекцией у нас есть особенный лайфхак. Повторите процесс наливания и употребления пива 10 раз, и мы гарантируем, что эффект не заставит себя ждать, а матчи с Сити и Ливерпулем превратятся в легкий круиз на лайнере, где нежный ветер пропущенных голов лишь щекочет вашу повседневность. Мы проебали Ман-Сити 5-0. Имеется ряд противопоказаний. Похмелье, слабость, секс со страшными женщинами, просыпание голым в Тверской области без денег. Минздрав предупреждает, алкоголь – причина многих увлекательных приключений. Шучу, молодки, не пейте много. Мы учимся баблить с людьми, которые очень далеки от футбола. Завтра первый матч с Манчестер Сити, открытие чемпиона, это уже так, на будущее говорю, Вест Хэм и чемпионат Англии. Мы играем с Манчестер Сити. Нам интересно, насколько незнакомые люди смогут научиться кричалкам Вест Хэма. Я буду начинать, вы сможете повторять? Ну, я попробую. Шим-шимини. 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 Ширу. Ширу. We are those bastards in claret and blue. Where do bastards? Where do you? We are those bastards in claret and blue. Where do bastards? Those bastards. The bastards. Как охотники за привидениями практически. We are those bastards in claret and blue. We are those bastards. In claret and blue. Come on, Clarence. Remember, thinking is fun. Давайте пару кричалок Вест Хэма замутим. Готовы? Давай, за тобой. Давай. West Ham till I die. West Ham till I die. I West Ham till I die. West Ham till I die. I know I am, I sure I am. I know my handsome dog. I West Ham till I die. Не молод, ребят. West Ham till I die. Гребаный Тоттенхэм. Вот что-нибудь такое. Гребаный Тоттенхэм. Ну на камеру смотри, лучше не на меня. Гребаный Тоттенхэм. Гребаный Тоттенхэм. Ненавижу Милвол. Ненавижу его. Милвол. Ненавижу Милвол. Милвол. Ненавижу Милвол. Come on, you Irish. Come on, you Irish. Come on, you Irish. Не, я не могу. Вот несколько вещей, которых не было 12 лет назад. Это YouTube, Facebook, Twitter, Uber, много еще чего. И особенно не было большого количества болельщиков Манчестер Сити. Сегодня мы тоже напишем историю и будем придумывать новые клички для наших пацанов.
Поехали. С прошлого сезона за Филиппом Андерсом достаточно быстро закрепилась кличка Киркоров. Черт подери, я не знаю его парикмахера, но он явно не фанат фильма «Американская история X». На Фабьяныча давно ярлык антикурвы. Я не особо люблю пшеков, но черт подери, этот парень настолько хорош, что я бы дал ему точно кличку Шива. Слишком много у него рук. Антонио, ну здесь все очевидно. Я слишком стар для всего этого дерьма. Это вылитый Дэнни Гловер и тот тип черных ребят, которые с 13 до 65 выглядят абсолютно одинаково. Забалета, Заба, один из просто самых моих любимчиков. Он, несмотря на то, что он сильно сдал, но черт подери, он как бабушка, я хочу приехать к нему на лето, пахать огород и просто обнять его. Поэтому он будет Забушка. Крэсвелл здесь вообще без эмоций. Ну, настолько человек плох после травмы, я не понимаю, зачем он ехал в эту Германию. Точнее, понятно, была предсезонка, но такое ощущение, что оттуда после травмы его вывозили по частями, а собирали какие-то пакистанцы в Эстенде. У Питера Уира есть отличный фильм «Общество мертвых поэтов». Арни создаст свою группу «Общество мертвых лефтбеков». Там ему самое место. Aaron Cress Not Well. Масуако? Здесь вообще все понятно. Пусть будет Эдвард Руки Масуаки. Ты уверен? Да, я уверен. Ребят, Санчес, я не знаю, что сказать по Санчесу. У меня здесь что-то написано перед камерой, прямо здесь это есть. Тут при мне Санчеса назвали говном. Поэтому хотелось бы сразу заступиться за говно, ведь оно всего лишь бывшая еда. Санчес гораздо хуже. Этого эквадорского одуванчика корпусом оттеснит даже бабушка в московском метро. Он бессмысленный, прямо как Лейс, мятный карась. Здесь я не знаю, как карасик как двигается. И Чичарита. Здесь все интересно. На Кубке Конфедерации за год до чемпионата мира и за 2 месяца до перехода к нам я был в Москве на матче Мексики в вип-ложе. И с третьего ряда орал "Come on to Irons, to West Ham, we got a lot of tequila". Судя по матчу Сити, текилы у них не так много, давайте назовем его гуакамолито. Как-то так. А свои варианты вы можете предлагать в комментариях или оставлять где угодно. У двери, у подъезда, во вселенной. Снимаем? Наш братишка из Украины, если быть точнее из Одессы, снял для вас специальное видео для тех, кто любит околофутбольное чтиво. Дима, привет тебе из России, из Москвы. Тебе слово. Год 1986. Крушение космического корабля Челленджер, Чернобыль, песенный конкурс Юрмала-86, Modern Talking и лучший сезон в истории West Ham United. Ведь именно 1986 годом датируется крупнейший успех West Ham United на внутренней арене, 3-е место в первом футбольном дивизионе. Молотобойцы проведут такой сезон, о котором старожилы вспоминают до сих пор. Хотите почитать, как это было, какие события сопутствовали успеху Irons, какую трансферную кампанию провернул клуб из Восточного Лондона? Вам даст ответы вот эта книга. Труд Тони Макдональда и Дэнни Фрэнсиса, спортивных журналистов и по совместительству фанатов Вест Хэма со стажем. Это детальнейшая хронология феноменального сезона молотобойцев. Хочу обратить ваше внимание на оформление данной книги. Каждая глава – это название топ-хита тех лет, занимавшего лидирующие позиции музыкальных чатов Великобритании. Вот как здесь. У меня на фоне играет группа Queen, а 3-я глава в данной книге – это как раз название этой композиции, которая играет. Но я отвлекся. Ну и нельзя проигнорировать цветную вклейку. На 8 страницах фотоальбома мелькают герои тех лет. Boys of 86. Именно так называли легендарную команду Вест Хэма. Да, хочу напомнить, что некоторые из игроков отметились в презентации новой формы сезона 2019-2020. А были это Фил Паркс, Алан Девоншир и Рэй Стюарт. Но давайте ближе к делу. Вряд ли финиш сезона 84-85 внушал оптимизм. Команда финишировала на 16 месте турнирной таблицы, а в межсезонье некоторые перспективные игроки клуба перешли в другие команды. Летнюю трансферную кампанию особо громкой тоже назвать никак нельзя. Клуб пополнился нападающим шотландского Сент-Миррена Фрэнком МакАвени и полузащитником Олдхэма Марком Вардом. Но именно эти двое и стали недостающими элементами в мозаике.
Тренер команды Джон Лайл собрал сбалансированный состав исполнителей, а отсутствие травмы игроков команды тоже сыграло свою роль. Клуб впервые в своей истории боролся за чемпионство. Книга посвящается всем фанатам West Ham United на земном шаре. Однажды мы увидим, как наш любимый клуб борется за титул, так же как Boys of 86. Друзья, благодарю за внимание. Увидимся в следующих передачах. Come on, you're on! Oh my god! They can't even shake hands because they're too small! What is going on? Let's get into this, boys! How are we gonna survive? No, this is not acceptable. How are we ever gonna score? They've got a 7-foot player in goal! Sadio Mane! Why am I trying to put it in? Look at Wilshere versus Firmino! Look at how much bigger than his hand it is! I suppose that's one thing, like, I mean, it takes him about 3 years to get down to the floor because of how tall he is. There's 2 minutes to hold on. Mane has been booked. The referee literally, look at that income. The ball has been put long towards Salah. He's actually head-butted Fabianski in the balls. Look at the cry of pain on Fabianski's face. No ball. Oh no. Oh no, not again. It was, I mean, look at the height difference. We didn't really stand a chance. Slowly I get going, and when she sleeps, she hears the blues, sees shades of black and white. Ну! Хорош! Вот он, вот он! Волшебник, мать его, ну ладно, зря его не знаю, просто волшебник. Но это, конечно, красава. Молотки хоть скрести там за нас. Чудеса, господа. Все смотрят хоть это Хламонин, а? Перчатки, жаль, не мог он сбросить до удара. Жесть. He really enjoyed himself. What a story! Adrian! Like Rocky! Сисат, звезда, звезда Сисат. Сисать, звезда! Звезда Сисать! Сисать, звезда! Звезда Сисать! Партизан! 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 Oi, my fellow Hammers! Just want to say hello to all the Hammers from around the world and to my brothers from Russian Hammers. Хорошего первого эфира для моим братом от Hammers Russia и моим братом Владом. Я, хочу сказать, West Ham это целая моя жизнь. Когда я чувствую себя старым, я часто придумываю концепции нелепых короткометражек. Как насчет драмы, где очень медленно спевается олень, потому что Санта не обращает на него внимания? Все еще мало. Прямой эфир сборной России по футболу, где за перевод отвечает промпт. А еще, когда я ощущаю себя старым, я пересматриваю олдскульные видео нашего великого капитана. Маркуша, это рубрика для тебя. О, Captain, my Captain! Неправильно, the pitch and got a mighty round of applause from the West Ham fans. He's picked him up and said, where's the naughty step? He's going on it. Well, he's doing all the fans want to do, but can't. Not bad, not bad. Now you... Именинник, мать твою, а ну иди сюда, поздравлять тебя буду. А ну, думал я забуду, ты, рожденный в этот замечательный день. А ну, давай, попробуй дату рождения ВКонтакте скрыть, я тебя все равно поздравлю, именинник, потенциальный юбиляр чертов. Иди сюда, драть тебя за оба уха, дорогой мой человек, чтоб мечты все твои сбывались. Иди, живи всегда в радости и позитиве. Иди, хорошо отметь, не пей много. С днем рождения! Все мы подсели на это мракобесие под названием фэнтези. Я, конечно, не пробовал героин, но мне кажется, эта штука цепляет гораздо хлеще.
В этом году мы, молотобойцы, даже создали свою драфт-лигу. Ссылочку на нее вы можете видеть сверху. Долго разбирать не будем. В финальной рубрике «Синий базар» мы немного коснемся этой темы, но она настолько обширная, что разобраться в этом я просил нашего потрясающего человека, который по XG может разложить даже месячные лианы. Олежа, твои слова. Привет всем зрителям первого выпуска Russian Hammers. Меня зовут Олег Тутвасов. Сегодня я представляю вам рубрику фэнтези. Во-первых, ребят, если вы хотите что-то выиграть в фэнтези, то в первую очередь нужно обратить внимание на игроков не из Вест Хэма. Но если вы большие патриоты, то это выпуск для вас. У нас есть Лукаш Фабианский, и это, наверное, один из немногих игроков в клубе, такой must-have, как минимум в роли резервного вратаря, но может быть даже и в качестве основного. Понятно, что много сухих матчей у нас в сезоне не будет, но с учетом того, какая дерьмовая у нас оборона, Лукаш это хороший выбор. Тем более, кажется, он в прошлом сезоне был вторым по количеству набранных очков в Вест Хэме. Парень просто набирает за счет того, что делает кучу сейвов. Вторая линия — это оборона. В прошлом сезоне лучшим по показателю ожидаемых ассистов в команде был Анджело Агбонна. Это все, что нужно знать о наших защитниках. Я понимаю, что все выбирают крайних защитников, потому что вероятность того, что у них будут ассисты и голы, немножко выше. Но у нас в команде есть такой игрок, как Бальбуэна. Вот. В прошлом сезоне он по XG должен был забивать как минимум 3 гола. Чувак очень круто выбирает позиции при угловых и штрафных ударах. И это просто тупо невезение было, то, что у него всего 1 гол. Я думаю, что если в этом году он сыграет там 30 плюс матчей, он легко может записать на свой счет порядка 4 голов. И многие крайние защитники только забивают в сезон. Если вы хотите выбрать одного полузащитника, я бы рекомендовал выбрать не Фандерсона в этом году. Почему? Объясню. Во-первых, Андерсон сильно оверперформил в прошлом сезоне. То есть он забил 9 голов, но при этом по моделям XG при прочих равных должен был забивать порядка там 5, ну может быть 6. Конечно, может быть Андерсон супер топовый игрок, который забивает, который конвертирует свои удары в голы намного круче, чем другие игроки. Но я думаю, что это не так. И он должен усредниться в долгосрочной перспективе, так называемой регрессии к среднему. 9 голов в этом году точно не будет. Лансини и Форнальс. Если вы хотите полузащитника голевого, который будет носить вам очки, выбирайте из этих двух парней. Мы как сонные мухи, как хромые старухи, 100 пудов мы бухали вчера. Они стоят одинаково, у них примерно схожая статистика по ожидаемым голам и ассистам. Вот. Но если именно выбирать из этих двух, я бы лично выбрал Лансини. Во-первых, он очень круто выступал на предсезонке, у него там что-то 3 гола, что ли. А во-вторых, насколько я понимаю, Лансини будет подавать угловые в этом году. Если выделять из кого-то из со скамейки, то это Ермоленко и Антонио в первую очередь. Человек поиграл во всех линиях в Вест Хэме, кроме вратарской, и везде показывал стабильно какие-то цифры по голам, по голевым передачам. И последняя линия — это нападение. У нас мало нападающих, тут говорить особо не о чем. Купили в этом году Себастьяна Аллера. Парень намного круче других нападающих Вест Хэма в том плане, что он более современного типа нападающий. То есть он не почер, он не занимается только тем, что там завершает атаки, да, и подставляет голы подставляет ноги в штрафной площади. Это человек, который в том числе развивает атаки, и у него очень хороший
предголевой пас, у него достаточно много ассистов, вот, и при том, что голов он забивает примерно столько же, сколько Арнаутович, там, да, вот, условно. С другой стороны, это самый дорогой игрок фэнтези Вест Хэма, насколько я понимаю, 7,5 у него, кажется, цена. Да, самый дорогой в Вест Хэме. С другой стороны, Стерлинг стоит 12, да? Чуть ли не в 2 раза больше. Тут сами смотрите, есть риски, я согласен, того, что он не адаптируется и так далее. I can't believe this. Even when the zombies, they can't stand each other. This is just the weirdest day in my life. Тут 50-50 я советовать не буду. Кто рискнул, молодцы. Кто не рискнул, я вас понимаю. Ваша логика, она тоже понятна. Вот такой мой совет. Все. На этом мой анализ, экспресс-анализ завершен. Всем спасибо. Пока. Господа, последний человек переплыл через Ла-Манш для того, чтобы присоединиться на прем-матч. Ну, прем-матч, да, первый прем-матч. Давайте начнем сразу с первого. Что может быть важнее того, что мы подписали охуенного нападающего? То, что мы подписали еще охуенного WhatsApp. Ребят, что скажете? Если честно, я в восторге. При той полузащите, которая есть у нас, мы можем просто уйти в бешеный плюс. Ну не в первом матче, конечно. Ха-ха, ты расплакался. Я бы просто с теми, кто не знаком с нами, поздоровался изначально. Типа, привет, мы Хаммерс ТВ, это Влад, это Олег, меня зовут Антон, там лежит Саня. Кто мы такие? Мы люди, которые уже довольно долгое время болеем за самый лучший, сука, клуб в мире, блядь. Ну реально. Да, нахуй, объективно. нахуй Барселона. Пошли они нахуй, реально. Здесь, блядь, болельщики West Ham United. Более того, мы русские болельщики West Ham United. Come on, you Irons, guys. Здесь только самый лучший контент. Поэтому сейчас мы обсудим, что происходило с нашим клубом в межсезонье. Клубом. Клубом. Усы всегда. Усы успешные. Это не прописано в сценарии, это усы успешные. Клуш, блядь. Клуш. Никак уж ты не жив. Вот оно. Болельщики самого охуенного клуба в Англии West Ham United. Мы говорим на русском языке. И вы, блядь, не найдете на ютубе более, блядь, охуенного контента про West Ham United, чем здесь. Поэтому начинаем. Ну, собственно, мы, конечно, с этого и зашли, и с этого все начинается. Алер. Себастьян Алер. Человек. Машина. Человек-машина. Told you. Прям вот сходу. Как думаете, 20 плюс? 22, 23. Ну, то есть можно это вот, дать, да. теперь, знаешь, это как вот порно, которое там, там можно смотреть 18 плюс, а Алера можно смотреть 20 плюс. Если вернетесь домой, сотрите историю моего браузера. Кто когда мог подумать, что мы его запишем? Человек, который не сыграл за сборную Франции, который выиграл чемпионат мира, ни одной игры. И тем не менее, он был ассистентом того самого Йовича, на которого сейчас дрочат все болельщики Реал Мадрид, говоря, что он вытащит их из полной жопы. А Йович ушел, кстати, между прочим, господа, Йович ушел в Реал за очень большие деньги, но очень многие люди, которые смотрят чемпионат Германии, говорят, что
Аллер это тот человек, который все создавал. Это не Франкфурт. Давайте так. Мы посмотрели предсезонный турнир. Мы посмотрели на то, как Вест Хэм играет с Атлетиком. То, как Аллер развернул защитника Атлетика и отдал передачу на Джека, когда тот забивал второй гол. Вот так он примерно играл и в Айнтрахте. То есть, я понимаю, что Йович, конечно, безусловно, феномен футбола, но если его купили и не купили с ним в Реал Аллера, я не уверен, что Реал сделал правильный выбор. Но по сути мы взяли его дешевле. Мы взяли его в два раза дешевле. Фантастика. Добро пожаловать, герои. О, это ж торговец из САО. Сука, еще один. Ладно, давай так, с меня скидка, а с тебя закрытое ебало. По рукам. Берешь одно пиво, тебе дают два. Ты говоришь, нет, я второй не возьму. Я пришел за одним. Нет, это так делается, когда ты покупаешь любого игрока Тоттенхэма. Говорят, там... Хотя нет, там просто говорят, нет, не надо. Нам не нужны игроки. Там, да. У нас есть Кейн. Да. Yeah, Олеж, да. То есть это какое тот твое мнение на этот повод? Ну, мы взяли того, кого нам не хватало сейчас по текущему состоянию. Я только сейчас понял, что хватало это лицо болельщика Тоттенхэма. Это хватало. Такое просто хватало. Выхватывало. А ты кто такой? Давай, до свидания. Давайте так. Только ленивый не боялся, что Арнаутович кинет нас. Согласитесь. Нет, когда зимой прошла эта вся история, да, с тем, его что... сраным братом. Да, брат его еще так гнида, то есть... раком болел. Раком уходит там. По Китаю ходят. Ты умеешь поддержать человека? Вот, нет, то есть вот у нас был Арнаутович, да, на которого все молились, когда он играл, и все его хуесосили, когда он перестал играть, да, и мы все сейчас находимся вот в том состоянии, что, блядь, а что Аллер может нам принести? Мальчик, ты не понял. Водочки нам принеси. Мы домой летим. Понял. Нам подсказывают, что надо смотреть в камеру. На секундочку. И тем не менее, товарищи, люди, которые смотрят это видео, давайте так, если вы реально следили, товарищи, если вы реально болеете, если вы реально болеете за Вест Хэм, условный броневик, если вы переживаете за этот клуб так же, как мы, вы реально увидели разницу между Арнаутовичем, который играл с начала прошлого сезона до зимы, и Арнаутовичем, который играл после зимы. Человек раздувал в СМИ свою персону просто максимально. Использовал в этом брата, использовал в этом газеты. Это бывшая жена Арнаутовича. Говорит, и тем не менее, он выбил себе охуительный... Суть в том, что нахуй Арнаутовича у нас сейчас. Нахуй Арнаутовича, у нас есть... Ребята, короче, суть в том, что мы даже не поймем, что ебашим текст, чуть-чуть... Уважаемый Влад, уважаемый Влад написал на 0 Перегрине, сказали, что у него есть средства для еще одного трансфера, на который можно потратить значительно меньше 5 миллионов фунтов. В итоге, это просто новый старый, когда я писал сценарий, в итоге после этого мы взяли охуенного 18-летнего чувачка просто из... Базеля? Нет, из Базеля. Ты про Португалию? Да, мы взяли... Кто это такой, непонятно, но, господа, мы еще взяли. Я вот все-таки ждал, будет ли у нас еще один НАП. Будет, черт подери, из Базеля. Поедете. Как с Йети быть? Йети? Надо чаще мыть.
нас полностью комплекташечка, прям вот, ну, разумеется, будет видео. Fuck off, Golden Sully! Where's our fucking money? It's all lies, lies, lies! It's all lies, lies, lies! Давай так. Мы расстались с Гриди Дианганом ради этого чувака из Базина. Происходит следующее. Мы избавляемся от топового проспекта. Человек, который вырос в нашей школе. Открытый кабриолет едет Пелегрини. И такой типа и просто выкидывает его нахуй. Я гадал, сколько мы продержимся, прежде чем кто-то начнет заговариваться и кидаться на этого парня. Что он тогда подумает? Придет ли он к такому выводу, когда мой адвокат начнет орать, что на машину нападают мыши? Какого хрена мы делаем посреди пустыни? Почему не выкинули? Смотри, а чувак из Базеля такой подходит, такой типа говорит, причем по-русски говорит, типа, ваше имя, отчество. Ваш ID, good luck. И причем смотрится в зеркало. Good luck, да. Good luck, наши друзья из Украины. Всем привет, да, братушки. Скоро вы видите летучих машин. И он понятно, что, ну, Диангана уже ушел. То есть, ну, как говорится, уже не попишешь. Холланд, господа, Холланд. Вот Холланд. Натан Холланд. Да. Ну, очень хочу увидеть у нас. Расскажу про Натана Холланда. Ну, мне кажется, что у нас сейчас довольно-таки переизбыток игроков по вингам, ну, по флангам, да, вингеров у нас очень много. Людей, которые смещаются с фланга в центр. И Холланд, конечно, не выдерживает никакой конкуренции в сравнении с Лансини, в сравнении с Филиппом Андерсоном, в сравнении с тем же самым Ермоленко. Поэтому ему, конечно, будет очень тяжело вписываться в основной состав. И, естественно, лучше отдавать в аренду. Вашего диалога. Мне кажется, что как раз вот Холланду нужно было отдавать в аренду. В отличие от Диангана, человек, который провел 14 матчей или там 13 матчей в прошлом сезоне, в основе выходил, не должен просто так уходить Биличу в чемпионшип в Вест Бромвич. Лучше было, ну, на мой взгляд, но к Биличу, да простят меня наши фанаты из Украины, которых я знаю очень много и которые очень любят Андрея Ермоленко. Я лично люблю очень Андрея Ермоленко. Но Гриди сделал для команды намного больше, чем Андрей в прошлом сезоне. И то, что Гриди сейчас уходит в Вест Бромвич к Славину Биличу, а Ермоленко остается в составе, это огромный пласт доверия Пелегрини к Ермоленко. И здесь, я считаю, что здесь нужно обсудить именно здесь Калина, который вернулся обратно в аренду. Из Чарльтона. Из аренды он вернулся, с нами ебанул предсезонку и вернулся обратно в Чарльтон. Как ебанул? Господа, но я лично помню момент, когда ему выбили зуб, и он с кровью, блядь! Это было почти вот это мощь! Это было 2 года назад. Нет, понимаешь, что если сейчас тебе выбьют здесь зубы, и мы вдруг решим, что это за Вест Хэм, мы тоже скажем, чувак, блядь, ты старался за Вест Хэм, выбей мне зубы. И тем не менее, выбей. Спокойно, мы здесь пацифисты. Не, причем мы выбьем зубы нахуй. Тем не менее, мы здесь за мир. Калин отлично провел сезон в Чарльтоне. На самом деле, сейчас должна была селедка Влада в лицо полететь. Полететь из кадра от нашего оператора. Так, Олег, я расскажу тебе страшную историю. До того, как футбол 90-х, когда АПЛ стала коммерческой лигой. Дайте мне пивка, что ли. Все футболисты были... Все, сука, футболисты вообще. Можешь сократить? Кто Саню разбудил? Без 90-х. Это внук моей бабки. Смысл в том, что до 90-х кто разбудил от 1 до 11 От 1 до 11 вратарь был номером 1, и все остальные полевые без фамилии, без всего были. Дальше, когда пришла конверсия в футбол, стали выебываться с номерами. Каждый решил, что этот номер почему-то что-то значит для него. То есть у кого-то бабушка умерла 27 ноября 94 года в Пает умерла бабушка, поэтому он решил отметить эту дату. Точно дату? Ты же человек Википедия. Тебя проверили? Нет, конечно нет, поверьте. Смотри, 27-го я подозреваю, она сквертанула на... Я подозреваю, что номер 27... Бабуля вот так. Нет, бабуля сквертанула на...
Надень пограничник, чтобы прибить. Да что за ёб твою мать? А, блин, ну черт, я прострелил Марвину голову. Нахуй ты это сделал? Я не хотел, это случайно получилось. Слушай, я всякой херни в жизни не насмотрелся, но такого... Это Rice Baby, брат. Новость, которую мне даже не нужно читать в плане подводки. Господа, куда смотреть? Райс. Господа, короче, тема в том, что человек не молекула, human. Кто вас набирает в команду вообще? За кого вы болеете? Райс — это ваша команда? Да. Райс — это ваша команда? Райс, Деклан Почему Райс. вы без уважения относитесь? Я его обожаю. Так и сказал бы сразу. Вы не могли сказать про Райса. Давай, матчасть, включай, как обычно. Давайте так. Что такое Райс? Я вас снимал и вообще не затыкался. Это игрок 2000 года рождения. Слушайте, там сейчас на видео включат 1.75 либо 2. Когда они проиграли 3-7. Он бельгиец? Нет. Они проиграли 3-7. Вот это вот арийская Атлетика Мадрид. Проигрывает в первом тайме 4 или 5. Интересно. А как зовут? Амар? Тибо. Вот эта книжка, блядь. Его зовут Тибо. Это знаешь, как это в этом? Не, подожди, это как в этом. Бельгийское же имя, правильно? Нет, это как Король Лев. Тибо. Это бельгийское. Тибо, он такой, Куртуа. А зачем вы вообще вспомнили здесь о Тибо? Он скажи нам вот. Тибо и Пумба там, типа. Тибо и Пумба. Это первое, что мне пришло. Не, я просто говорю про то, что, типа, говорю, вот Куртуа — это единственный, кто закончил, то есть, ну, реально серьезно. Это Курт Вайн. Курт Кобейн. Это Курт Кобейн. Где-то в параллельной вселенной англичане отжимают тряпки наоборот. Это очень смешно, потому что, господа, ну, я не знаю, там, ну... Они Сайпроса переслушали? Cypress Hill, да, вот, типа того. Тем не менее, спасибо большое, что смотрели нас. Подписывайтесь. Я все-таки пытаюсь подвести к концу как-то, ну потому что нужно заканчивать. Не, ребят, на самом деле, не смотрите нас, не смотрите ничего. Не интересуйтесь футболом. Диана Горская. Ребята, этот выпуск собирался очень экстренно, идея пришла спонтанно. Я написал сценарий буквально дней за 6, 2 дня, ну не самых профессиональных съемок. Еще 4 дня монтажа, а монтажер из меня, ну, примерно как из Санчеса опорник. Поэтому много рубрик просто не вошло. Дальше мы будем гонять там по барам, снимать лайфы. На все дерби мы постараемся выехать. Я через неделю буду в Италии, пытаюсь заснять Italian Hammers. У нас будет интервью с фанатами Торпедо, соответственно, посвященное Сане Дудовичу, который, к сожалению, нас покинул. В общем, мы будем бодриться, все будем дополнять, везде оставлять ссылки там на форумах, группах, там везде пишите, чего хотите, какие комментарии, мысли. Все добавляйте, все будем учитывать и будем работать для вас. Мы тоже начинаем это абсолютно тупо за идею, за молотков. Come on, you Irons! Ребята, всем привет! Как вы успели заметить на видео, я постоянно молчу, но это связано не с особенностью сценария, а связано с тем, что не мой. Не мой это был первый тур и первый матч. Надеюсь, дальше будет только лучше. Come on, you Irons!